Спустя 200 лет Франция наконец достраивает канал стоимостью 7 миллиардов евро, о котором мечтал сам Наполеон. Этот масштабный водный путь соединит бассейны Сены и Шельды, связав Париж с портами Северной Европы и изменив логистику всего континента. Мы расскажем, почему этот проект ждали 2 столетия, как его будут строить и что он даст Европе уже в ближайшие годы. Все началось в самом начале 19 века. Наполеон Бонапарт, только что ставший первым консулом, а затем и императором, смотрел на карту Франции глазами военного инженера. Он видел раздробленную сеть рек, которые текли каждая сама по себе, не соединяясь между собой. Сена уходила к Ла-Маншу через Руан и Гавр. Шельда и Уаза на севере вели к богатым промышленным районам и дальше к портам Фландрии и Нидерландов. Между этими двумя мирами лежала полоса земли, которую не пересекала ни одна судоходная артерия. Для Наполеона это была не просто хозяйственная проблема. Он мыслил категориями снабжения армии, переброски войск и грузов вглубь континента, независимо от английского флота, который господствовал на море. В 1810-м он утвердил планы строительства сети каналов, которая должна была связать Сену с северными реками. Уже тогда инженеры проложили первые участки. Канал Сен-Кантен с его знаменитым подземным туннелем длиной почти в 6 километров был торжественно открыт при самом императоре. Но замысел был куда шире, чем один туннель. Наполеон хотел, чтобы баржи из сердца Парижа могли без единой перегрузки дойти до угольных бассейнов севера и до бельгийской границы. Эта идея пережила своего создателя. После падения империи проект то оживал, то замирал на десятилетия. Каналы, которые все-таки построили в 19 веке, оказались слишком узкими и мелкими для судов нового времени. Они пропускали баржи водоизмещением всего в 250-400 тонн, тогда как современная европейская логистика требовала совсем других масштабов. Мечта императора осталась незавершенной и лежала в архивах ровно до того момента, пока Европа не решила вернуться к ней всерьез. К середине 19 века Северная Франция превратилась в промышленное сердце страны. Угольные шахты вокруг Ланса и Валансена, металлургические заводы, текстильные фабрики – все это требовало дешевого транспорта. Речные баржи оставались самым выгодным способом перевозить тяжелые грузы. Проблема была в том, что старые каналы, построенные еще при Наполеоне и его преемниках, безнадежно устарели. Ключевую роль сыграл технический стандарт, введенный инженером Шарлем де Фрейсине. В 1879-м французское правительство приняло его масштабный план развития путей сообщения. Так называемый габарит Фрейсине задал единый размер шлюзов по всей стране – 38,5 метров в длину и 5,5 метров в ширину. Под этот стандарт перестроили тысячи километров каналов. Он позволял проходить баржам грузоподъемностью до 350 тонн. И на свое время это было прогресс. Но именно этот стандарт со временем стал ловушкой. Пока Франция цеплялась за узкие шлюзы Фрейсине, соседи действовали иначе. Германия, Бельгия и Нидерланды в 20 веке строили широкие каналы под большегрузные суда и целые толкаемые составы по несколько тысяч тонн. Рейн превратился в главную водную магистраль Европы, по которой шли конвои барж, каждый из которых заменял сотни грузовиков. А во Франции между Парижем и промышленным севером сохранялся тот самый разрыв, о котором думал еще Наполеон. Существующий канал Дюнор, открытый только в 1965-м, был все тем же узким путем. Однополосным, с постоянными пробками из барж, ожидающих своей очереди у шлюза. По оценкам транспортных ведомств, он давно работал на пределе. Идея построить, наконец, большой канал возникала снова и снова на протяжении всего 20 века. О ней говорили в 30-е, к ней возвращались в 70-е. Но каждый раз проект утыкался в одно и то же – колоссальную стоимость и отсутствие политической воли доводить дело до конца. Только к рубежу тысячелетий, когда Европейский Союз начал выстраивать единую транспортную сеть и продвигать перевозки по воде как более экологичную альтернативу автотрассам, у старой наполеоновской мечты появился реальный шанс. И на этот раз за нее взялись всерьез. Проект получил официальное название «Сенско-Северный Европейский канал», по-французски «Каналь Сен-Нор-Эроп». Решение о строительстве закрепили в 2008-м, а первые серьезные работы развернулись уже в следующем десятилетии. Управление доверили специально созданному государственному оператору – обществу канала Сена и Сен «Северная Европа». Масштаб замысла поражает даже на фоне современных строек. Новый канал протянется на 107 километров между городком Кампьень на реке Уаза и городом Абур недалеко от бельгийской границы, где он соединится с уже модернизированной сетью каналов Север. Ширина водного пути составит 54 метра, глубина 4,5 метра. Это уже не узкий габарит Фрейсине, а полноценная магистраль под суда грузоподъемностью до 4,5 тысяч тонн и толкаемые составы длиной до 180 метров. Одна такая баржа заменяет примерно 220 грузовиков на автотрассе. Чтобы провести канал через холмистый рельеф Пикардии, инженеры
инженерам пришлось решать задачи, о которых наполеоновские строители не могли и мечтать. На всем протяжении предусмотрено 7 шлюзов, самые крупные из которых поднимают суда на высоту до 30 метров. Это высота 10-этажного дома. Через долины реки перебросят несколько водных мостов, акведуков, по которым канал буквально потечет над землей. Главный из них, акведук через долину Сомы, станет одним из крупнейших сооружений такого рода в Европе, длиной около 13 сотен метров. Отдельная проблема – вода. Каналу нужно постоянное питание, ведь при каждом прохождении шлюза огромные объемы уходят вниз по течению. Для этого строят систему водозаборов и резервуаров, которые будут пополнять канал из УАЗа, не обескровливая реки в засушливые сезоны. Инженеры рассчитывали баланс воды на десятилетия вперед с учетом изменения климата. По ходу трассы возводят 4 внутренних порта, логистические платформы, где грузы будут перегружать между баржами, железной дорогой и автотранспортом. Вокруг них уже планируют промышленные и складские зоны. Строительство сопровождают и археологи. На пути канала, проходящем через земли, заселенные тысячи лет, находят следы римских дорог, средневековых поселений и даже стоянки эпохи неолита. Каждая такая находка документируется прежде, чем экскаваторы двинутся дальше. Деньги стали главным полем битвы вокруг всего проекта. Первоначальная смета, озвученная в конце 2000-х, держалась в районе 4 миллиардов евро. Но по мере уточнения планов, инфляции и роста цен на материалы и рабочую силу цифра неуклонно ползла вверх. К началу 20-х стоимость перевалила за 5 миллиардов, затем за 6 и в последних оценках приблизилась к 7 миллиардам евро. Для сравнения, Строца – это сопоставимо с бюджетом строительства крупного участка скоростной железной дороги. Такую сумму не потянул бы никто в одиночку, поэтому финансирование разделили между несколькими сторонами. Значительную долю взял на себя Европейский Союз. Канал внесен в приоритетную трансевропейскую транспортную сеть, тот самый коридор, который должен связать порты Северного моря с бассейном Сены. Брюссель согласился профинансировать до 40% затрат. Остальное легло на французское государство и на регионы, через которые пройдет трасса О-де-Франс и Иль-де. Именно вопрос цены не раз ставил проект на грань закрытия. В 2013-м специальная государственная комиссия раскритиковала смету и потребовала пересмотреть весь замысел, посчитав его слишком дорогим и рискованным. Наступила пауза, во время которой судьба канала висела на волоске. Проект спасла реорганизация. Управление передали новому оператору, схему финансирования переработали, а часть работ разбили на этапы, чтобы растянуть расходы во время. Критики указывали и на другое. Часть экономистов сомневалась, что грузопоток оправдает вложения, ведь прогнозы по объему перевозок всегда оптимистичны, а реальность бывает скромнее. Экологи спорили о влиянии на реки и подземные воды, фермеры Пикардии протестовали против отчуждения тысяч гектаров плодородной земли под трассу и порт. И все же в 2022 наступил переломный момент. Начались основные строительные работы на первом участке между Кампьеньем и Пассе. По полям Пикардии пошла тяжелая техника, стройка развернулась одновременно на десятках площадок. То, что 2 столетия оставалось лишь линией на бумаге, превратилось в котлованы, насыпи и бетонные стены будущих шлюзов. Точка невозврата была пройдена. Отступать после вложенных миллиардов уже никто не собирался. Открытие движения по каналу запланировано на конец 20-х. В официальных документах фигурирует 2030 как ориентир для запуска. Когда первая большегрузная баржа пройдет весь путь от УАЗы до бельгийской сети без единой перегрузки, замкнется водная цепь, о которой мечтал Наполеон, от причалов Парижа через север Франции к портам Антверпена, Роттердама и Дюнкерка. Что это изменит на практике? По расчетам оператора, канал сможет пропускать десятки миллионов тонн грузов в год. Каждый такой тоннаж, ушедший на воду, снимает нагрузку с автотрасс. Прогнозы говорят о сокращении сотен тысяч рейсов грузовиков ежегодно, а значит меньше пробок, меньше износа дорог и заметно меньше выбросов углекислого газа. Именно поэтому проект так активно поддержал Брюссель. Перевозка тонны груза по воде дает в разы меньше выбросов, чем та же тонна на фуре. Экономический эффект для северных регионов может оказаться не менее важным. 4 новых внутренних порта с прилегающими промышленными зонами обещают десятки тысяч рабочих мест, как на самой стройке, так и после запуска, в логистике и производстве. Депрессивные территории бывших угольных бассейнов рассчитывают получить новый импульс. Впервые за десятилетия после закрытия шахт. Есть и обратная сторона, о которой, честно говорят, даже сторонники проекта. Окончательная стоимость почти наверняка еще вырастет, а окупаемость таких инфраструктурных гигантов растягивается на многие десятилетия. Реальный грузопоток покажет себя только после открытия. Оправдаются ли оптимистичные прогнозы или движение окажется скромнее ожидаемого, сегодня не берется утверждать никто. Вопрос водного баланса, влияния на реки и на сельское хозяйство Пикардии тоже останется
предметом наблюдений на годы вперед. Но сам факт остается фактом. Идея, родившаяся в голове императора 200 лет назад, идея, которую хоронили десятки раз из-за войн, безденежья и политических споров, Цюсбее все же воплощается в бетоне и воде. Сенско-Северный Европейский канал станет крупнейшим гидротехническим сооружением, построенным во Франции за последние полвека, и одним из символов того, как старые замыслы находят свое завершение в совершенно другую эпоху, когда главным аргументом стали уже не армии и снабжение, а экология и единый рынок целого континента.